Многие поведенческие проблемы собак, включающие лай по малейшему поводу, кусание, склонность к разрушениям, преследование и другие проявления агрессивности, не решаются простыми методами дрессировки. Эти проблемы возникают вследствие влияния на животного окружающей среды. Лающая собака – это одна из самых распространенных проблем, связанных с соседями. Тактичный, воспитанный человек никогда не будет включать музыку на всю громкость и подвергать чувствительные уши животного громкому шуму, точно так же и животное не должно создавать шум, нарушающий покой людей. Постоянный лай может привести к нервному срыву любого. Если собака недостаточно воспитана и лает из-за агрессии или беспокойства, то ее трудно остановить. Сделать это еще труднее, если интенсивность лая и агрессивность собаки усиливаются. Помните, что кричать на лающую собаку – это все равно, что лаять ей в ответ. Вполне обоснованно, вы хотите, чтобы собака лаяла, когда посторонняя заходит на вашу территорию, и прекращала, убедившись, что все в порядке. Этому собаку можно научить, но начинать необходимо в раннем возрасте. Хвалите собаку за то, что, услышав странные звуки или приближение посторонних к дому, она предупреждает вас, пролаяв 2 или 3 раза. Однако научите ее также реагировать на команду тихо. Не нужно ждать проблемных ситуаций или прихода реального гостя, чтобы отрабатывать навыки собаки на команды голос и тихо. Создавайте искусственные ситуации и в спокойной атмосфере закрепляйте реакцию животного на эти команды. Если собака привыкла к дрессировке, трудности, как правило, не возникают. Если собака беспрерывно лает, отвлекайте ее командой «жуй кости» или «поищи игрушку». Она будет выполнять ваши команды только в том случае, если признает за вами лидерство. Когда собака лает, зная, что вы ожидаете такую ее реакцию на происходящее и знает команду «фу», то она немедленно прекратит лай, услышав ваш приказ. Важно отметить тот факт, что некоторые хозяева внутренне одобряют лай собаки на любого, проходящего мимо. Вы думаете, собака не чувствует это? Не сомневайтесь, она очень хорошо это понимает. Из своего опыта и из рассказов клиентов я знаю, что животное никогда не прекратит лаять, если хозяин в душе одобряет такое ее поведение. Если ваши попытки прекратить лай безуспешны, подумайте, действительно ли вы хотите, чтобы собака не лаяла. Изменения следует начинать с себя.